И снова всем привет! С вами Надюшка-путешественница. Продолжим исследовать первое заброшенное место. Дверь в сарай, похоже, открыть придется непросто. Открыть ее не удалось, но зато удалось отставить в сторонку. А теперь посмотрим, что там внутри. Земляная насыпь. Похоже, это погребка. Погребка – это место над погребом. Решила вернуть дверь на место и пойдем осматривать сам погреб. Это крыша над погребом. Да, в погреб, похоже, тоже непросто будет пройти. Ну что, этот погреб, ну или подвал, попробуем сейчас осмотреть, если удастся, конечно. Или же не удастся из-за этого дерева, которое выросло прямо у входа и плотно загораживает нам дверь. Дверь, как оказалось, можно снять с петель. И мы теперь сможем попасть внутрь. Выглядит как средневековая постройка. Ну что, отправимся в эпоху средневековья. Ступеньки, конечно, полуразрушены. Кстати, эти ячейки называются кахли. В них можно было хранить консервации, овощи. Подвал небольшой и совсем пустой. Ну что, настала пора выходить отсюда. Да будет свет. Теперь пойдем осматривать дом. Проводок. Раньше здесь был дверной звонок. Дом, конечно, внутри практически разрушен. Вход на чердак. Окно на улицу. И это, похоже, прихожая. Дверь в какую-то кладовку. Посмотрим, что внутри. Возможно, здесь раньше держали домашних животных. Заходим в основную часть дома. Окно во двор. Здесь была дверь. Руины от русской печи. Остальные руины. Окна в сад. Здесь была печная труба. Еще здесь была и плитка, на которой готовили еду. Из-под дувала специальной лопаткой выгребали золу от углей. Видим, что здесь был святой угол. Святой угол назывался красным. Здесь стояли иконы.
А напротив святого угла, в противоположном углу, по традиции находилась русская печь. В одно время этот дом служил моленной или молебным домом для староверов. Когда пропало несколько вещей религиозного культа, моленную организовали в другом месте. И этот дом снова стал заброшенным. Как-то нужно забраться на чердак. Похоже, в этом нам помогут двери, больше никак. Лестницы здесь я не вижу. Ну что ж, сидя верхом на двери, буду осматривать чердак. Это двери чердака. Ну, здесь пустота. Печная труба или дымоход. Собственно говоря, все, что здесь есть. А теперь пора вернуться обратно. Спускаемся вниз. Ну что, дом я осмотрела. Теперь пора идти дальше. Выхожу во двор. Посмотрим, как были заперты ворота изнутри. Вот такой самодельной задвижкой. Но мы не пойдем на улицу. Идем дальше осматривать территорию. Отправимся в сад. Чтобы выйти в сад, придется вернуться обратно и пройти через эти заросли крапивы. Выходим в огород. В конце огорода сад. Многие деревья засохли. Идем в заднюю часть сада. В ту, которую мы видели из окошка сарая. Сельская уборная или туалет. Соседские постройки. И, собственно говоря, сад Бабы-Яги. Буду выходить через другую часть сада и огорода. Вижу калитку. И через эту калитку я выйду на улицу. Эта калитка находится в задней части сада. Осмотр первого заброшенного места завершен. Если, конечно, удастся отсюда выйти. Все-таки удалось выбраться наружу. Ну что ж, теперь осмотр первого заброшенного места действительно закончен. Подписывайтесь на мой канал, увидите и услышите много интересного и необычного. С вами была Надюшка Путешественница. В следующем выпуске.